Это видео полностью практическая работа в пиксель-процессоре. Рассмотрим тут ноду dot-product, поймем, для чего она используется, познакомимся с картой Position и применим ее свойства для определения расстояния в пространстве развернутых 3D моделей. Также применим dot-product для рисования жидких, плавно перетекающих форм. Так, следующее. Разберем очередной пример. Давайте я это удалю. Возьмем пиксель-процессор. Промахнулся. Сделаем его grayscale. Создадим переменную float2, которая будет задавать положение точки на экране. Для этого мы воспользуемся не слайдером, а position. И теперь смотрите, если я перейду в режим превью, то вот эта точка, это и есть расположение вот этой вот позиции этой. То есть координаты этой точки задаются в нашей переменной. Итак, красота пиксель-процессора в том, что тут иногда можно обходить какие-то сложные формулы. К примеру, чтобы нарисовать круг, не нужно брать формулу круга и математически ее вырисовывать. Достаточно просто взять какую-то точку и сравнивать. Если текущая точка дальше, так, криво, это какое-то расстояние L. Если текущая точка дальше нашей точки, то она у нас будет черной. Если ближе, чем L, то она у нас будет белой. И тогда нарисуется круг. Мы понимаем, что уже понимаем, что переменная pos берет текущее значение каждого пикселя в пиксель-процессоре. То есть на самом деле тут срабатывает сразу одновременно один и тот же алгоритм для каждого пикселя. И также мы возьмем координаты нашей точки. Ой, извиняюсь, я ее никак не обозвал. Давайте мы ее назовем, допустим, pix. А также мы создадим переменную длины. Пусть будет это не длина, а радиус r. Ну и начальное число пусть будет небольшое, не единичка. Итак, у нас есть координаты точки pix и текущие координаты каждой точки картинки. Мы будем сравнивать, брать расстояние между этими точками и сравнивать. Если это больше радиуса, то черная точка будет. Если меньше, то белая. Поехали. Чтобы сравнить длину, расстояние между нашими точками, достаточно просто сделать вычитание. Векторное вычитание. То есть, если я из одного вектора вычту другой. Сейчас, секунду. То есть, это я сотру. Если у нас есть вектор А, давайте я сделаю поаккуратней. Допустим, есть у нас вектор А и есть вектор Б. То вычитание векторов А минус Б это будет у нас
Давайте другим цветом. Это у нас будет вектор c. Теперь все это применим на наш квадрат. Вот здесь у нас 0, 0. Координаты текущей точки вот здесь одни, допустим, а координаты точки px вот здесь вот. Получается, что вектор px, это вектор а, к примеру, будет. Это у нас вот он. Это вектор а. Это вектор b. И вот получается вычитание а минус b, это вот этот вектор c получился. Вот это вектор c. Вектор c у нас теперь известен. И нам нужно просто найти длину вектора c. Как находить длину вектора? Эти координаты у нас неудобные, да, потому что вот здесь вот единичка по x, а вот здесь единичка по y, перевернутые. Но если вот взять обычные координаты x, y, и вот у нас вектор c, то длина вектора c это получится xy, xc, yc. Получится, что вектор c это у нас гипотенуза прямоугольного треугольника. То есть квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Поэтому мы сразу ставим корень x в квадрате плюс y в квадрате. Это у нас длина вектора. Длина вектора c. Но есть более красивое решение через скалярное произведение векторов. Что это такое? Кто не помнит, напоминаю. Скалярное произведение векторов это когда перемножаются вектора, перемножается длина векторов а на b на косинус угла между ними. И в данном случае, если мы будем сам вектор на себя перемножать, то получается вот здесь будет квадрат числа, квадрат длины вектора умножить на косинус угла между вектором. Но угол будет нулевым. А значит косинус от нуля получается равняется единице. Почему косинус от нуля равняется единице? Также можно вспомнить. У нас есть тригонометрический круг, к примеру. Какая-то точка близко расположенная к оси x. И, допустим, вот этот угол практически равен нулю. И что это за угол? Косинус этого угла. Косинус угла равен делению прилежащей стороны прямоугольного треугольника на гипотенузу. То есть в данном случае прилежащая сторона это x, а гипотенуза у нас длина вектора. Ну, это будет единичка пускай. И чем меньше угол, тем x приближается к единичке ближе. Получается, что единицу делим на единицу равняется единице. И все это я расписал, потому что в дизайнере на самом деле есть нода скалярного произведения векторов. Она называется dot-продукт. И если я вот сейчас поставлю перемножение, получается, что у нас сейчас
вот это А на Б, это получается вектор С умножается на вектор С сам на себя. Получаем, что С длина вектора С на длину вектора С на косинус угла между вектором, а вектор он один и тот же, поэтому косинус нуля равняется единице. Получаем, что это квадрат длины вектора. И чтобы нам получить саму длину вектора, нужно просто взять корень отсюда. И вот это вот у нас вышла длина вектора. На самом деле можно было бы, конечно, расписать по первому нашему случаю, взять координату x и y, взять квадрат от x, квадрат от y, сложить их и взять корень из всего этого. Вот я сейчас написал вот эту вот формулу. Корень из суммы квадратов. То есть на самом деле вот это то же самое, что вот это. Но вот здесь у нас 2 ноды, здесь у нас в 3 раза больше, 6 нод. И когда граф большой, то мы просто можем быстрее запутаться так. А еще проще. У дизайнера есть функция. Функция длины вектора. Если мы зайдем внутрь, то мы как раз увидим вот этот. То есть вектор перемножается сам на себя и берется из него корень. Это и есть длина вектора. Но сначала мы будем записывать так. Итак, у нас есть длина вектора c. Смотрите, есть длина вектора c. У нас есть переменная. Так, у нас есть переменная r. Теперь сравним. Длина вектора больше переменной r или меньше? Если больше, то рисуется пиксель 0, черный нулевой. Если меньше, то единичка. И делаем это выходной нодой. И смотрите, что у нас вышло. Получается, что мы на самом деле нарисовали круг. То есть вот мы передвигаем координаты точки, и пиксель-процессор нам рисует круг. Мы можем увеличить радиус, уменьшить. И таким хитрым способом, без применения формул круга, нам рисует программа круг. Так, следующее. Я сейчас импортирую 3D модель, стандартную из Painter. Вот она, жабка. Накину на нее наш пиксель-процессор. Будем использовать как base color. Мы видим, что в принципе, сейчас я покажу развертку. Вот она, наша модель, развертка. Вот он наш круг. Он находится по центру. Вот если мы крутим, да, видно. И сейчас, если мы сделаем поменьше радиус, к примеру, и уведем, допустим, куда-нибудь вот сюда вот, мы видим, что тут, ну, круг неровный. С помощью определения длины вектора можно и с помощью карты Position можно нарисовать на модельке четкий круг. Давайте мы запечем карту Position. Вот она у нас запеклась. Так, сейчас секунду проверю. Угу.
Итак, карта Position у нас есть. Если мы ее вставим в наш пиксель-процессор, мы можем с помощью нее сделать несложный алгоритм. Смотрите. Мы определяем координаты каждого пикселя по карте Position. Давайте я сейчас немножко пару слов расскажу про карту Position, что она из себя представляет. Сейчас. Она берет модель, вставляет ее в параллелепипед и каждую ось x, y и z раскладывает в градации от 0 до единицы. Смотрите. Получается, красный канал отвечает за положение. Давайте проверим сразу. Кинем сюда Base Color. И мы видим, что красный канал отвечает за положение по оси X. Вот это лево, это право. Зеленый канал по оси Y снизу вверх. И голубой канал по оси Z. То есть мы видим, что где-то вот здесь вот 0, где-то вот здесь единица. Где-то вот здесь 0, где-то вот здесь единица. То есть самое крайнее значение вот здесь нулевое, здесь самое крайнее значение единица. И на самом деле получается, что это координаты каждой точки по x, по y и по z. И мы можем использовать карту Position как трехмерный вектор. То есть мы с двухмерными векторами раньше имели дело, а тут трехмерный. В принципе, все то же самое. Заходим сюда. Вот у нас получается наша карта Position. Координаты текущей точки у пиксель-процессора в трехмерных координатах. И точно так же мы возьмем координаты точки Pix. Они тоже будут трехмерные у нас. То есть смотрите, я беру карту, беру какую-то точку. К примеру, так, это я стираю. К примеру, я возьму вот эту точку. Я знаю, что тут какие координаты. Я навожу пипеткой и вижу, что по R у нас 0,33, по G у нас 0,87, по B у нас 0,79. Это и есть трехмерные координаты вот этой точки в пространстве. Так, возвращаемся сюда к нам. И теперь нам нужно просто сравнивать вот эти два вектора. Мы делаем вычитание, вычитаем один из другого и находим длину данного вектора. Мы также воспользуемся скалярным произведением векторов и рассчитаем корень из него. И теперь сравниваем с радиусом. Смотрим, что у нас вышло. Так, мы возьмем радиус побольше. И теперь что происходит? Теперь у нас есть точка, и, грубо говоря, вокруг этой точки рисуется сфера. И любая точка, которая ближе, чем радиус этой сферы, у нас становится белой. Так, давайте проверим это на шве.
у нас есть тут шов. Мы переходим в превью. Перетаскиваем на границу шва и смотрим. Угу. Да, все сработало. Смотрите, ребят. То есть получается, у нас вот здесь проходит шов, но на самом деле с помощью карты Position мы определили, что вот это вот расстояние и вот это расстояние между этими точками в трехмерном пространстве очень маленькое. То есть на двухмерке она большое расстояние, но в трехмерном пространстве за счет карты Position мы определили, что это маленькое расстояние. И разукрасили в ровный круг. И смотрите, обратите внимание, что сейчас мы опять воспользовались только двумя нодами. А если бы мы по старинке хотели найти длину вектора, и мы бы начали перемножать сначала x на y, потом корень брали бы оттуда, потом третью координату брали бы. То есть тут была бы целая куча нод, которые заменились просто двумя. Также хочу закрыть сразу же тему про скалярное произведение векторов. То есть, допустим, у нас есть вектор А на b перемножение. И если у нас есть координаты этих векторов x, y, z, а, и координаты вектора b x, b, y, b, z, b, то их скалярное произведение получается, что x a умножить на xb плюс y a умножить на yb плюс z a умножить на zb. Вот это равняется скалярному произведению векторов. В каких-то случаях вы это будете применять, потому что тут есть координаты вектора. То есть у нас получается, что тут есть x, y, z. Давайте вернемся к кубу. Так, это мы стираем, закрываем пока. Вернемся к нашему первому варианту, когда мы рисовали круг. Так, сетку мы убираем от жабки. И, наверное, мы удалим ее здесь. И карту Position. Так, и перекинем сюда как base color. Это мы удалим. Проверим нашу работу. Да, все работает. Таким же способом можно рисовать еще и не круг, а эллипсы. Вспоминаем, да, про эллипс. У нас есть две точки. Эллипс. Извиняюсь за кривизну. Что такое эллипс, да? У него есть два радиуса. И получается, что сумма двух радиусов R1 и R2 всегда является одним и тем же числом. Допустим, b. Давайте сделаем это. Мы создадим еще одну переменную. Смотрите, чтобы не создавать с нуля переменную, можно ее
В режиме параметра можно нажать на эту кнопочку, она копирует переменную. И вот здесь вот вставляет. Она создает тут такую же переменную, то есть это float 2 получается. И тут просто нужно будет вбить имя, допустим, другое. pix02. А это давайте, чтобы уже не путаться, pix01 будет. Итак, у нас теперь появилась еще одна переменная. Мы ее берем и вставляем. Так, это мы удаляем. Находим расстояние от текущей точки до второй точки pix. Точно так же находим. То есть мы делаем вычитание и уже потом скалярное произведение векторов. Ну и корень. И суммируем это все. Теперь эту сумму мы будем сравнивать с радиусом. С переменной r. И сейчас, если мы перейдем в превью, так, у нас расстояние... Сейчас, секунду. Вот. Просто расстояние очень маленькое, r. Если мы сделаем больше, то вот таким образом мы будем рисовать эллипс. То есть получается, что расстояние от края эллипса одинаковое. Но если точка вот здесь находится, то сумма этих радиусов меньше будет. А если здесь, то сумма этих радиусов будет больше. Поэтому рисуется эллипс. Также мы можем немножко усложнить. Допустим, вместо того, чтобы четко белую точку ставить, мы можем вычесть из радиуса текущее расстояние и подставить сюда. Получится у нас такой градиент. Если мы через хистограмм скан проверим его, вот он. Вот он тут лучше проявляется. Также мы можем представить, что так, тут главное не запутаться. Так, это радиус 1, это радиус 2, точнее вектор, длина вектора 1, длина вектора 2. Если мы сейчас оставим квадраты и единицу разделим на квадраты, то у нас получится некая сила, которая с квадратом расстояния уменьшается. Давайте это я сейчас все отодвину. То есть здесь я возьму тоже единичку. Разделю. Давайте поставим вот так вот. Если мы это все суммируем и сравним с радиусом, давайте пока вот так поставим. Это мы удалим. Оп, стоп. Так, вот это мы удалим. И нужно чуть-чуть подкрутить R. Наверное, больше, да. Вот, смотрите. У нас получается, мы применили некоторую такую формулу из физики.
И смотрите, у нас получается. То есть мы вот такие формы можем делать в дизайнере. Не знаю, насколько это вам пригодится, но просто чтобы вы знали, что дизайнер можно использовать по-разному. Так, вам домашнее задание сделать. Я использовал 2 точки, а вы сделаете 4 точки или больше. И попробуйте посмотреть, какие у вас уже фигуры получатся. Тут не обязательно, к примеру, должен быть квадрат. Тут можно еще перемножить. Давайте я все-таки оставлю тут единичку. То есть я тут квадрат умножил еще в квадрате, возвел, получается 4-я степень. И уже мы видим, что по-другому себя ведет картинка. Она на большее значение реагирует. Так, на этом урок наш закончим. Идем дальше.